Так спешила в преддверии 1 сентября сделать для вас мастер-класс именно по украшениям для волос праздничным. Поэтому ловите мой мастер-класс по созданию резиночек для волос на съемных площадках. Да, я тоже вам это обещала. И создаем георгин, не используя молды-вайнеры и профессиональные инструменты. Вы только посмотрите, какие нежные, утонченные, облегченные, очень действительно невесомые и легкие получились георгины, без каких-либо лишних листьев, которые могут добавлять вес, и все это сделано на белоснежных резиночках. Я думаю, что девчонки, которые пойдут в школу с такими украшениями для волос, никого не оставят равнодушным к своим прическам. Я знаю, что было очень много вопросов по таким съемным площадкам для резиночек. Резинка со временем растягивается, и ее, конечно, нужно заменить. И вот такие вот съемные площадки с декором из полимерной глины, неважно, из каких-то других материалов, очень кстати будут, потому что резиночку выбросили, декор у вас остался, резиночку поменяли, новенькую, любого цвета, любого размера и фактуры, который вам нравится, и дальше пользуйтесь тем изделием, которое вы приобрели, либо сделали своими руками. Если вам интересен этот мастер-класс, ставьте лайк, и мы приступаем. Конечно, мы будем создавать белоснежные цветы. Это 1 сентября, это праздник. Использовать я буду обычную серию Number One, это 027 номер, чисто белый, и смешивать с транслюцентом 010 номером, это белый с блесками. Я его настолько полюбила, и в последнее время так часто с ним работаю. Это белый прозрачный с невероятно красивым эффектом после запекания. Эту глину я смешала в равных пропорциях 1 к 1 и создала трость диаметром 1 сантиметр. С одной стороны эту трость желательно прищипнуть, либо сделать линеечкой, придавить, чтобы она в срезе имела каплевидную форму. Всего нам нужно будет нарезать 24 среза толщиной по 2 мм. Это будут срезы для крупных лепестков. Дальше пальчиками каждый срез мы расплющиваем, немножко придаем ему тепло, мягкость укладываем на ладошку и растягиваем стеком со стороны широкой части капли. Вытягиваю сначала центр вверх и дальше подтягиваю к нему стеком края. Дальше снимаю лепесток с ладошки, придаю ему углубление, еще раз снимаю с ладони и вытягиваю нижний острый край, тот, который у нас был достаточно толстым. Вытягиваю стеком вниз 1 раз для того, чтобы потом можно было сузить эту ножку, потому что у георгинов лепесточки, они в такой вот форме лодочков, практически завернуты нижние края лепестка вглубь, в центр цветка. Подобным образом мы формируем еще 24 лепестка. Следите, чтобы эти крупные лепестки были все-таки в форме лодочки. Дальше я нарезаю 24 тонких среза. Эти срезы в 2 раза тоньше, чем предыдущие. Это будут лепестки среднего размера. Формируем их аналогично тому, как мы формировали крупные лепестки. То есть раскатываем широкую часть лепестка на ладошке, вытягиваем немножко нижнее основание, обязательно придаем форму лодочки каждому лепестку и пальчиками скручиваем нижнюю часть лепесточка для того, чтобы он принял у нас форму лодочки и соответственный изгиб. Ну а теперь нам нужно сделать маленькие лепестки. Здесь я нарезала трость на 27 маленьких срезов. Очень тончайшие, там по миллиметру толщиной. Но прежде чем сделать их очень маленькими, конечно, нужно будет уменьшить трость, раскатать ее до диаметра примерно 7 миллиметров и опять же придать ей форму капельки трости. Здесь старайтесь вытянуть пластику в 1 проход. То есть не нужно стеком работать несколько раз. Вы уложили срез на ладошку и со стороны широкой части 1 раз стеком вытянули пластику. Хвостик опять же закрутите. Хвостик уже здесь не вытягивайте узкий. И старайтесь, чтобы, конечно, форма лодочки и в маленьких лепестках присутствовала. Как видите, ничего сложного, вам необходим только 1 стек для формирования всех лепестков. Для того, чтобы придать более натуральный вид нашим лепесткам, конечно же, я советую сухой пастелью их тонировать только по краю, только по бортику. Обратите внимание, как это кисточкой плоской, синтетической делаю я. Самое главное, что нам нужно тонировать только крупные и средние лепестки. Маленькие лепесточки мы не трогаем. Маленькие лепестки мы будем непосредственно тонировать уже на самом цветке.
Ну а теперь, когда все лепестки у нас готовы, формируем шарик. Из шарика капельку, достаточно большую. Шарик у меня был изначально 2 сантиметра диаметром. И потом вокруг узкой части капельки носика мы укладываем 4 маленьких лепесточка. Таким образом, чтобы эти 4 маленьких лепесточка закрыли сердцевину и внутренность капли не было видно из-под лепестков. Чтобы внутренние лепестки отличались от наружных, я все-таки предлагаю сделать тонировку салатовым цветом. Опять же, плоской синтетической кистью, используя сухую пастель салатового цвета, мы наносим тонировку на верхний широкий край наших лепестков. Делаем небольшую растушевочку только по краю. Ну и чтобы у нас цветы были в одной цветовой гамме, я еще предлагаю и пастелью цвета мадженты, которой мы тонировали лепестки, добавить небольшие штрихи, небольшие линии поверх уже салатовой пластики. То есть в тех местах, где мы салатовой пастелью тонировали лепестки. Теперь в шахматном порядке устанавливается 4 лепестка маленьких размеров между лепестками первого ряда. Приклеиваем лепесточки за нижний узкий край. И опять же даем тонировку сначала салатовой пастелью, а потом по краешкам чуть-чуть, легко, мелкими такими штришками даем легкий оттенок мадженты. Следующий ряд будет тоже состоять из 4 лепестков, которые укладываются в шахматном порядке по отношению к лепесткам предыдущего ряда. Снова идет тонировка сначала салатовой пастелью, то есть все маленькие лепестки мы тонируем салатовой пастелью. Тонировку мы им изначально не давали, и после того, как мы нанесли салатовую пастель, мы наносим легкими штрихами пастель цвета мадженты. У меня остались еще маленькие лепестки, и вот 4-й ряд у нас пойдут маленькие лепестки, но уже друг за дружкой, непрерывно. Здесь мы не укладываем в шахматном порядке, а ведем ряд и максимально близко друг к другу присоединяем эти маленькие лепестки. Сколько у вас получится в ряду, трудно сказать. У меня осталось 5 маленьких лепестков, которые я сейчас буду использовать в 5-м ряду. Опять тонируем все салатовой пастелькой и сверху проходимся легкая тонировочка пастелью цвета мадженты. Все маленькие лепестки мы тонируем одинаково. Как я уже говорила, у меня осталось всего 5 маленьких лепестков, и здесь я уже буду распределять их на свое усмотрение. Они будут на разном расстоянии друг от друга. Сейчас нет никакой последовательности и очередности, как укладываются эти лепестки. Да и последующие лепестки будут укладываться без какой-либо очередности. Опять даем тонировку, сначала салатовой пастелью, потом пастелью с цвета мадженты, и переходим к формированию ряда лепестков уже среднего размера. Здесь нет никакой очередности, здесь главное следить за тем, чтобы окружность у вашего цветка сохранялась. Ваш георгин должен быть кругленькой и правильной формой, не должно быть смещения по центру или перекосов в какую-то из сторон вашего цветка. Здесь крутите цветочек и укладывайте лепесточки так, чтобы окружность цветка сохранялась, чтобы его круглая форма сохранялась. Лепесточки лучше укладывать, конечно, в шахматном порядке, в промежутках между лепестками предыдущего ряда, который вы уложили. Здесь уже тонировка никакая не нужна, потому что мы изначально лепестки среднего и крупного размера тонировали пастелью цвета мадженты. Салатовая у нас остается только серединка. И за счет того, что это полупрозрачная глина, салатовый оттенок после запекания проявится. Мы ведь смешивали 0,10 номер с чистым белым 27-м, соответственно, после запекания цвет проявится, и салатовая сердцевинка будет намного ярче смотреться, чем сейчас еще не в запеченном виде. Когда вы средние лепестки уложили, начинаете укладывать лепестки крупного ряда, они тоже укладываются в разноброс, здесь нет никакой последовательности. Главное, чтобы окружность вашего цветка была ровная, чтобы круг все-таки сохранялся. Всегда переворачивайте цветок и смотрите на него сверху, так вы будете понимать, не съехал ли у вас центр цветка и нет ли перекосов в какой-то бок.
Ну и, конечно, громоздкие цветы не делайте, потому что это все-таки детские заколки, и они должны быть легкие и невесомые. Максимально тонко раскатывайте лепестки и максимально легкими делайте сами по себе цветы. Всегда смотрите на цветок сверху для того, чтобы не потерять его окружность. Ну вот, в принципе, цветочек у меня уже готов. Если вы довольны результатом, довольны его формой, обязательно его срежьте, желательно как можно ближе к лепесткам. И вот в таком виде вы можете смело отправлять ваш цветочек в духовой шкаф на запекание. Я запекала при температуре 120 градусов на протяжении 30 минут. Я работаю с цернитом, и для такого легкого воздушного цветка это достаточная температура, чтобы после запекания быть эластичным и прочным. Сейчас я вам покажу основу площадки, которые вас так заинтересовали. Они съемные, и резиночку вы можете подобрать абсолютно любого цвета. И вы ее можете поменять со временем, когда она у вас растянется или придет непригодный вид. Очень классные съемные площадки. Я внизу в описании под видео оставлю ссылку, конечно же, где я их приобретала. Ну и клеить всю эту красоту я, конечно, советую либо на эпоксидную смолу, но сейчас часто используют эпоксидный клей. Это намного лучше, это намного быстрее, и по прочности он не уступает эпоксидной смоле. Поэтому будем использовать двухкомпонентный эпоксидный клей. Он продается вот в таких вот шприцах. Выдавливаем в одинаковых пропорциях небольшое количество этого клея, лучше в какую-то одноразовую емкость. Все это тщательно перемешиваем. Старайтесь перемешать это быстро и равномерно, потому что клей живет буквально там 4-5 минут с момента смешивания. И вам за это время нужно его и перемешать, и приклеить на него декор. Для удобства я помещу площадки в губку, нанесу в углубление площадок металлических немножко клеем. Клей уже начал пузыриться, видите, застывать, тянуться, поэтому с этого момента нужно работать немножко быстрее. И просто садим цветочки в свои лунки. В принципе, и все. И для лучшего скрепления можно это все придавить максимально плотно. И в течение 5 минут клей застывает, поэтому, видите, у меня здесь уже тянется. Успевайте максимально быстро все это зафиксировать. Если еще и жарко в помещении, то клей, по-моему, живет намного меньше, цикл у него жизни. Поэтому быстренько все приклеиваем. И что нам остается? Нам остается просто взять беленькую, красивую, нарядную резиночку, поместить ее в специальное углубление и сверху зажимом все это закрыть. Как видите, наши резиночки готовы. Крепления действительно чудесные, они съемные, снимаются. В то же время они металлические, прочные. Я думаю, что ваши девочки будут очень нарядными на 1 сентября. И я очень рада, что я успела с этим мастер-классом. Поэтому, если вам понравился мой урок, ставьте лайк и следите за новыми мастер-классами, которые уже в скором времени появятся на моем канале. Всех люблю, целую. До новых встреч!